Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. На юго-востоке Австралии 1 и 2 марта сложилась сложная метеорологическая обстановка, которую синоптики уже классифицировали как погодные явления масштаба раз в поколение. Беспрецедентные по интенсивности ливни обрушились на прибрежные районы Нового Южного Уэльса и Квинсленда, вызвав катастрофические внезапные наводнения и массовую эвакуацию населения. В ряде муниципалитетов, включая Илавару и Центральное побережье, всего за 24 часа выпала трехмесячная норма осадков, что привело к мгновенному выходу рек из берегов и затоплению тысяч жилых домов. Метеорологическое бюро Австралии зафиксировало рекордные уровни подъема воды, превышающие исторические максимумы 40-летней давности. Основные транспортные артерии, связывающие Сидней с южными и северными регионами, оказались полностью заблокированы из-за оползней и подтоплений. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила тысячи вызовов о помощи. Спасатели на лодках и вертолетах провели сотни спасательных операций, эвакуируя людей с крыш затопленных автомобилей и зданий. В Сиднее штормовой фронт вызвал перебои в работе системы поездов и паромного сообщения. Сотни школ в целях безопасности оказались закрыты. Премьер-министр Австралии объявил пострадавшие районы зонами стихийного бедствия. Экологи выражают серьезную обеспокоенность состоянием прибрежных экосистем, так как огромные объемы загрязненных паводковых вод и мусора вымываются в океан, нанося долгосрочный ущерб флоре и фауне. Несмотря на постепенный уход дождевого фронта в сторону Тасманского моря, угроза разрушения дамб и схода новых оползней сохраняется из-за чрезмерного перенасыщения почвы влагой. В норвежской коммуне Этне, в деревне Фьера, на европейскую трассу Е134 обрушился крупный камнепад. Массивные скальные обломки сорвались со склона горы, возвышающейся вдоль фьорда Окра, и полностью заблокировали проезжую часть на важном транспортном маршруте, соединяющем восток и запад страны. Один из камней раздавил припаркованный пикап. В момент удара внутри находился водитель, однако он по счастливой случайности не пострадал. Дорожное полотно и защитные барьеры получили значительные повреждения. Норвежское управление государственных дорог немедленно перекрыло движение по трассе Е134 на участке между Холдой и Фьерой, направив поток транспорта в объезд через более протяженные маршруты. На место прибыли геологи для оценки стабильности склона. Специалисты проводят расчистку завалов. Работы осложняются труднодоступностью участка и необходимостью проведения контролируемых взрывов для дробления наиболее крупных фрагментов породы. Власти региона сообщают, что восстановление проезда через Фьеру может занять несколько суток. На островах Фиджи, в западной части острова Вити-Леву, сложилась довольно серьезная ситуация. После нескольких дней непрекращающихся тропических ливней, принесенных активной зоной низкого давления, река Сабета вышла из берегов и стремительно затопила близлежащие низменные территории и сельскохозяйственные угодья. В городе Ба паводковые воды поднялись настолько высоко, что центральный деловой район и местный рынок оказались полностью отрезанными от сообщения, а уровень воды в жилых кварталах местами превысил отметку в 1,5 метра. Инфраструктура региона получила колоссальный ущерб. Размыты участки дорог, повреждены мосты, а линии электропередач повалены упавшими деревьями и оползнями. В районе Нади разлив реки Сабета привел к затоплению прибрежных общин и временной блокировке доступа к ряду туристических объектов. Спасательные службы провели эвакуацию сотен семей в пункты временного размещения. Власти округа Ба ввели режим чрезвычайной ситуации, призвав жителей не пытаться пересекать затопленные участки дорог из-за сильного течения. Метеорологическая служба Фиджи сохраняет высший уровень предупреждения о наводнениях для всех низменных районов западного побережья. Почва в регионе перенасыщена влагой, а прогноз погоды обещает новые интенсивные осадки.
Полиция и военные подразделения переброшены в пострадавшие районы для поддержания порядка и оказания помощи жителям, оставшимся без доступа к чистой питьевой воде и продовольствию. В промышленной зоне Тарапур MIDC, расположенной в округе Палгар, штата Махараштра, в Индии, 2 марта произошло серьезное происшествие на химическом заводе компании Bagaria Chemical Company. В результате технического сбоя на одном из производственных участков произошла масштабная утечка триоксида серы, крайне едкого и опасного газа. Плотное белое облако химиката быстро распространилось за пределы предприятия, охватив густонаселенные жилые и рабочие кварталы в радиусе 3-4 километров. Местные жители и рабочие соседних заводов массово столкнулись с острыми симптомами химического воздействия, сильным жжением и раздражением глаз, приступами сухого кашля и затруднениями дыхания. На место инцидента были направлены пожарные расчеты Тарапура и специалисты по работе с опасными веществами, которые приступили к осаждению газового облака водяной завесой. Полиция оцепила прилегающие дороги, призывая население оставаться в закрытых помещениях и использовать влажные тканевые повязки для защиты органов дыхания. Десятки пострадавших были доставлены в близлежащие государственные и частные больницы Байсара для оказания экстренной помощи. Управление промышленной безопасности и здравоохранения Махараштра начали немедленное расследование причин утечки, приостановив работу цеха до полного выяснения обстоятельств и проверки состояния систем безопасности на заводе. Спасателям удалось локализовать утечку в течение нескольких часов, однако мониторинг качества воздуха в районе Тарапура продолжается. Триоксид серы при контакте с атмосферной влагой образует пары серной кислоты, представляющие долгосрочную угрозу для здоровья людей и окружающей среды. В бразильском муниципалитете Уранди, расположенном в юго-западном регионе штата Баия, 2 марта произошло серьезное наводнение, вызванное мощным грозовым фронтом. Экстремальные ливневые осадки, продолжавшиеся несколько часов, привели к переполнению местных водотоков и выходу из строя городской ливневой системы, в результате чего центральные районы и низинные кварталы города оказались под метровым слоем воды. Потоки воды унесли десятки припаркованных автомобилей, затопили жилые дома и коммерческие здания, нанеся серьезный ущерб имуществу и заставили жителей экстренно эвакуироваться на возвышенности. Серьезно пострадала и инфраструктура Уранди, зафиксированы многочисленные размывы дорожного полотна, повреждения небольших мостов в сельской местности и многочисленные случаи обрушения подпорных стен. Власти муниципалитета объявили режим чрезвычайной ситуации и развернули пункты временного размещения для семей, лишившихся крова. Несмотря на масштаб бедствия и хаос, официальных сообщений о погибших или пропавших без вести на данный момент не поступало, однако спасатели продолжают обход наиболее пострадавших районов. Метеорологи предупреждают, что в южной части штата Баия сохраняется высокая атмосферная нестабильность, и риск новых интенсивных осадков остается крайне высоким в течение ближайших 24 часов. В департаменте Итапуа на юго-востоке Парагвая разразился мощный шторм, нанесший серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям и частной собственности в районе Майо-Отаньо. Атмосферный фронт сопровождался шквалистым ветром и интенсивным градом, размер которого в некоторых зонах достигал величины куриного яйца. Ледяная бомбардировка продолжалась около 20 минут и привела к массовому повреждению кровли жилых домов, повреждению автомобилей и уничтожению посевов сои и кукурузы, находящихся на стадии созревания. Местные фермеры сообщают о катастрофических потерях урожая. Плотный слой града буквально выкосил плантации, лишив хозяйства годового дохода. В дополнение к граду ливневые осадки вызвали локальные подтопления сельских дорог, временно парализовав сообщения между общинами. Метеорологическая служба Парагвая предупреждает о сохранении нестабильности в южных департаментах страны и возможности новых грозовых очагов в ближайшие дни. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.